Привет, мои дорогие, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что он говорит о вас за вашей спиной, да, что он говорит другим о вас. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумаете, тем больше вероятности, что это ваш расклад. Можете написать под видео цвет глаз, цвет волос, знак зодиака. Можете поставить смайлик, сердечко, можете написать «принимаю», если видео понравилось. Итак, кто он? Кто вы? И что между вами? Ну, смотрите, между вами на данный момент какие-то непонятки. Между вами все непросто, да, восьмерка кубков, карта ухода из отношений или карта, знаете, когда люди говорят друг другу, а давай отдохнем друг от друга, давай поживем отдельно. Или, допустим, просто получается так, что нужно расстаться. Ну, так откладывается ситуация, да, и жалко оставлять все, что было, все много вложено в эти отношения. И как бы, да, еще очень часто уйти, чтобы вернуться. Да, мы расстаемся не навсегда. Мы расстаемся на чуть-чуть, ненадолго. Я посмотрю, как мне без него, он посмотрит, как ему без меня. А возможно, просто, это не решение, а просто так сложились обстоятельства, что вам ненадолго надо побыть раздельно. Или очень часто, знаете, еще эта карта, когда один очень долго пытается изменить отношения, рассказывает другому, что так нельзя, что отношения портятся, мы должны изменить все, надо по-другому вести себя. А второй кивает, но ничего не делает. И в конце концов у одного из партнеров просто последняя капля, он разворачивается, уходит. Такое тоже может быть. Знаете, к новым берегам. Я хочу другой жизни, я трачу напрасно свою жизнь с этим человеком, ничего не происходит, он не меняется. Или не меняется ситуация, которая позволила бы нам быть вместе. Напишите, пожалуйста, у кого какая ситуация. У кого, да, вот действительно вы устали или мужчина устал и решил пока пожить отдельно. Кто просто разошелся не на время, а кому пришлось уехать под влиянием каких-то факторов, да. Смотрите, мужчина у нас вышел иерофантом. Ну, иерофант тут карта, тут, во-первых, может быть женатый мужчина. Сразу говорю, у кого-то это треугольник, и мужчина женат. Хотя вы его видите королем, любимым. И еще. Иерофант очень сложный персонаж. Почему? Потому что ему важно одобрение окружающих. Если ваши отношения какие-то неправильные с точки зрения либо морали, либо с точки зрения общества. Например, да, это треугольник, он женат, он скрывает это. Второй вариант какой может быть? Кто-то из вас старше или младше сильно. Или, допустим, разные финансовые возможности, разные взгляды на жизнь. То есть, если ваш союз по каким-то критериям не подходит под общепринятые нормы, иерофант его будет скрывать. Почему? Потому что ему очень важно выглядеть в глазах окружающих хорошим, идеальным практически. Ему очень важно, что о нем говорят. Это не тот человек, которому все равно, и он может махнуть на соседей, на друзей. Нет. Он прислушивается. Он, знаете, вот в душе у него может быть все что угодно, но вести он себя будет как надо. Такие мужчины, знаете, как правило, вот очень, как на витрине всегда, ему очень важно, чтобы о нем отзывались только хорошо. Даже если он влюблен и жить без вас не может, если есть что-то не такое в этих отношениях, он будет их скрывать. Вы же этого человека видите королем кубков, вы любите этого человека. Вы понимаете, что, возможно, все нечестно, и действительно, возможно, он женат, но действительно влюблены. Да, паш кубков, это любовь, это, возможно, детская любовь, это какая-то наивность, это вера в то, что все будет хорошо. Возможно, он кормит вас обещаниями, да. Да, на данный момент он отгораживается от вас. Хотя вы его волнуете как женщина, но по пажу Пентаклей, знаете, вот то, о чем я говорю, что тут этот человек, он будет выбирать правильный путь. То есть, если вот, ему предложить дорогу, где все ровно, спокойно, или дорогу, на которой есть эмоциональные потрясения, он выберет Пентакли в любом случае. Да, он земной, он очень такой продуманный и никогда не будет идти на поводу собственных эмоций, даже если ему очень хочется. Ну, да.
Возможно, тут действительно все-таки треугольник у многих проиграется, потому что, да, что между вами выпало расстояние, королева пентаклей, выпала башня и тройка, и влюбленные. То есть мужчина должен сделать выбор. Он этот выбор не делает. И вот смотрите, здесь такая интересная карта влюбленные, здесь две девушки. Одна добрая, нежная, удивительная, да, смотрит ему в глаза, верит всему, что он говорит, а вторая знает, что будет так, как нужно ей. Возможно, тут не брак, возможно, тут две женщины, да, ну, не знаю, у мужчины две женщины, возможно, незаконная жена, возможно, законная, расписанная, не расписанная, разницы никакой. Ну, одна вот именно верит, да, в то, что он говорит, вторая же строит свои козни и делает так, как нужно ей. И, возможно, даже насмехается над своей, как бы такой, знаете, наивной соперницей. Тут, возможно, знаете, мужчина, который всю жизнь гуляет. И жена его знает об этом, или женщина, с которой он живет, знает об этом. Она уже прошла 150 таких, да, любовниц, и сейчас просто ждет, когда он наиграется. Тут такое может быть тоже. Пишите, чья это ситуация, девочки, пожалуйста, пишите, откликайтесь, потому что расклад общий, и мне важно знать, правильно ли я прочла карты, и, возможно, кто-то в вашей ситуации найдет выход для себя, что тоже очень важно, потому что личные отношения такое, что иногда и подругам не расскажешь. Итак, что он думает о вас? Ну, то, что вы желанная женщина, то, что вы ему очень нравитесь, он горит желанием к вам, он хочет вас видеть. Тут еще, в общем-то, очень свежие чувства. Хочу к ней, хочу ее видеть, хочу ее слышать, хочу ее любить. Да, вы вот такая яркая, огненная девушка, которая действительно влюблена, действительно горит желанием. И мужчина, король Пентаклей, он продуманный, да, он признается в любви, да, он дает, возможно, какие-то, знаете, обещания. Но с другой стороны, вот когда вот даже в личных раскладах вы говорите, он же мне обещал. Ну, обещать не значит жениться, да, мужчина, когда хочет завоевать женщину, он пообещает все, что угодно. А сделает он же это или нет, вопрос второй. Если он честно скажет вам, да, вот, при первой встрече, что я хочу, чтобы ты была только моей любовницей, мне больше от тебя ничего не надо. Ну, 2/3 женщин просто после этого не станут с ним общаться. Есть, конечно, женщины, которые тоже ищут только любовника, да, но это крайне редко. Обычно женщина хочет семью, детей и, в общем-то, и свой уютный дом, чтобы мужчина был только с ней. Поэтому, конечно же, они говорят то, что мы хотим слышать. К сожалению, это так. Так что в мыслях вы его еще очень сильно беспокоите, очень сильно будоражите. Что у него в чувствах? Что у него в чувствах? Обман какой-то в чувствах. Врет он вам и не краснеет. Угу. Ну вот опять же, пятерка пентаклей, да, то есть ему важно, чтобы вы думали о нем лучше, чем он есть на самом деле. Ему важно в этой пятерке, да, вот он бессовестный человек на самом деле. Пятерка же мечей, пятерка пентаклей, бессовестный. Ну, на улице кричат дети, прошу прощения, но закрыть окно не могу, очень жарко. Бессовестный мужчина. Охмурил, окрутил, влюбил в себя. И, в общем-то, он знает, что вы страдаете, он знает, что вы мучаетесь. Он отдает отчет в том, что происходит. Он знает, что вам плохо. Но, тем не менее, почему-то совесть его не мучает. Вот такой какой-то у нас. А любит ли он вас? Какой-то такой расклад. А любит ли он вас? Ну, скорее он уверен, что любите вы. Он хочет быть вместе с вами, очень много страсти у него к вам. Он ждет писем, звонков, вы сам. То есть тут, да, вы на расстоянии, но все-таки тут у многих проиграется, что еще в самом разгаре ваши отношения. Но карты показывают, что не ждите, что он исполнит то, что он вам обещал. Вы для него королева кубков, вы для него звезда. То есть девушка, с которой он бы хотел быть вместе. Вы яркая, красивая, очень интересная. Но девушка-звезда очень часто мужчины считают, что у нее завышены требования, особенно в эмоциональном плане, в любовном плане, да, все, что касается чувств. И знаете, вот как бы, возможно, да, она там себе надумала, ну пусть думает. Потому что королева кубков это очень часто еще и наивная, любящая женщина. Он хочет быть вместе с вами. Очень много страсти, очень много желания.
А что же он говорит о вас, да? Что же он говорит о вас за вашей спиной? Ну, тут у нас такой мужчина продуманный, очень приземленный. Что он говорит о вас за вашей спиной? И все эти ахи, вздохи эмоциональные ему не интересны. Секс, да, желание, да. Что он говорит за вашей спиной? Угу. Ну, что он не знает, сколько еще продлятся эти отношения, что, возможно, скоро вы не будете вместе, он еще не знает, что делать, но уже готовит почву к расставанию. Почему так? А почему? Маг. Она слишком ко мне привязана, я дорожу своей свободой. Ну да, маг вообще, знаете, очень боится попасть под чей-то каблук, и когда видит, что женщина влюблена, с одной стороны, это тешит его самолюбие, с другой стороны, это его пугает, потому что он не готов, у него нет столько чувств. Что еще говорит о вас? Что ему хорошо с вами. Что он пока с удовольствием идет на эти свидания, да, что он хочет этих свиданий, встреч. Но что это продлится недолго. А почему? Почему вы должны расстаться? А у кого-то, может, возможно, проиграется, что вы уже расстались. Да. Что еще он говорит? О том, что, скорее всего, эти отношения скоро будут в прошлом. И говорит он это королеве мечей. А кто такая королева мечей? Говорит, что ситуация подвисшая, ситуация дурацкая, что вы поругались очень сильно. И непонятно, что из этого выйдет. А кто это королева мечей? Кто это королева мечей? Ну, смотрите, это или подруга какая-то, или родственница какая-то, сестра. То есть с этой женщиной у него нет отношений. С этой женщиной у него нет отношений. Возможно, даже они общаются через интернет. А возможно, знаете, это вот или человек, с которым он давно вместе. Но это или подруга, или родственница. Человек, о котором он заботится. Человек, с которым он то ли встречается время от времени, то ли живет время от времени. К которому он всегда возвращается. Ну, то есть это, скорее всего, кто-то из родни. А что он еще говорит о ваших отношениях? Ну что, пока вы держите баланс, пока вы еще встречаетесь и общаетесь, или только общаетесь, что вы императрица, вы ему очень нравитесь, что вы действительно особенная, что таких, как вы, мало. И что он хотел бы, возможно, и большего. Но, увы и ах. Колесо фортуны уже повернулось. Тут, знаете, тут еще может быть такая ситуация, что это вы когда-то встречались раньше. Жили вместе или встречались. А потом через какое-то время вы встретились уже тогда, когда он, возможно, не свободен, и вы не свободны. Да, вот раньше не получилось, а сейчас время ушло. И я уже вот занят. У меня есть семья. Ну, в общем, ничего нового, да, все женщины одинаковые, все семьи одинаковы. Да, мне хорошо с ней, я люблю ее, я хочу ее. И она тот шанс, да, который нельзя было упустить. Вы знаете, может быть, да, что-то было такое, недолюбили, недоиграли, да, открытый гештальт. И ему нужно было закрыть эту историю. Ему нужно было самому себе доказать,
что действительно вы его любили, да, что действительно он был вам нужен. Он не мог отказаться от вас. Если вот отношения начали развиваться, то он от вас не мог отказаться. Почему? Потому что, ну, как бы для него это очень много значило сейчас, влюбить вас в себя, построить отношения. Хотя он понимал, что этих отношений будущего нет. Вот такая какая-то грустная история. Напишите, чья она, а будет ли продолжение, и имеет ли смысл. Сложно, все очень сложно. У вас на глазах розовые очки, но решать, конечно же, вам. Продолжения этой истории, скорее всего, не будет. Ну как, тут сложности. Я не могу сказать, да, что вы перестанете встречаться в один миг. Я не могу сказать, что там, ну, вот сейчас вы сказали и все, да? Нет, какое-то время эти отношения будут продолжаться. Но будущего, как бы, там, семья, дети и так далее, в этой истории нет, потому что мужчина останется там, где он есть. Потому что так правильно, то, о чем я вначале говорила. И карты говорят, что да, вы как бы мечтаете, но на глазах у вас розовые очки, и вы не видите все ситуации. Ну, вот такой у нас получился расклад. Пишите, чей. Я понимаю, что, возможно, не очень приятно, но карты показали такую историю, я должна была ее озвучить. Всего хорошего. Пока-пока.